Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами об искусстве художественного слова. Что такое искусство художественного слова? Художественное слово – это чтение со сцены произведений художественной литературы. У этого искусства есть свои жанровые особенности. Многим кажется, какие могут быть жанровые особенности, когда все очень просто. Вы выучиваете литературный текст, выходите на сцену, громко, четко, ясно и эмоционально его исполняете. Конечно, можно и так. Можно и так. Называем же мы крабовыми палочками то, в чем нет крабов. Также и с художественным словом. Но все-таки мне хотелось бы вам рассказать, что же такое художественное слово с точки зрения искусства, рассказать о его жанровых особенностях, которые приобретают силу законов. Было бы хорошо сравнить художественное слово с искусством драматического артиста, потому что искусство драматического артиста нам с вами всем очень хорошо знакомо. Хотя бы как зрителям, потому что все из нас смотрели кино, где, конечно, актеры работают как драматические, и где мы встречаемся с очень высокими образцами актерского искусства. Достаточно вспомнить, например, «Три тополя на Плющихе» или «Золотого теленка», и мы можем убедиться в том, что действительно актерское искусство там на очень высоком уровне находится. Поэтому мы будем сравнивать искусство чтеца с искусством драматического артиста. Очень коротко. Итак, актер действует на сцене в каких-то обстоятельствах, с партнерами, он играет события и персонажей. Что делает чтец? Он тоже действует на сцене, только у него нет актерского коллектива, нет декораций, и самое главное, он не играет события и персонажи, а рассказывает о них. Вот на искусстве рассказывания мы с вами как раз и сосредоточимся. Каковы особенности рассказывания? Первое, о чем хотелось бы сказать, об общении. Раз вы рассказываете, вы должны общаться, у вас должен быть партнер. Кто является партнером чтеца? Партнером чтеца является зритель. Поэтому с ним нужно устанавливать и поддерживать зрительный контакт и вызывать зрителя на диалог. Это только кажется, что артист выступает один. На самом деле он все время должен создавать диалог, втягивать зрителя в разговор. Как ни странно, очень многие люди до сих пор считают, что когда артист выступает с текстом художественным, он может его читать, как я уже говорила, четко, ясно и громко, глядя поверх голов зрителей. Но тогда о каком общении может идти речь? Это абсолютная ошибка, так делать нельзя. Как только вы выходите на сцену, первое, что вы должны сделать, это установить зрительный контакт, попросту увидеть зрителя, увидеть, что он внимание сосредоточил на вас и готов вас слушать. И поддерживать такой контакт на протяжении всего выступления. Вы мне можете возразить, как же поддерживать зрительный контакт с людьми, когда их много? Здесь я хочу привести вам цитату Зельдина, нашего знаменитого, может быть, одного из самых опытных артистов. Когда другой, более молодой артист, Домогаров, спросил его, как мне общаться со зрительным залом, он посмотрел на него внимательно и сказал: общайся веером. Вот я вам могу дать такой же совет. Держите в поле своего внимания всех зрителей, но веером. Сначала вы общаетесь с одними, потом переводите взгляд на других, но вы должны понимать, что дело здесь не во взгляде, а дело в живом общении. В том, чтобы живой отклик вы могли вызвать исполнением произведения. Итак,
Общение – это первый закон художественного слова.